Стрим начался, давно не стримил ничего. Стрим начался, но хочу попробовать. В общем, идея такая, что я сегодня попробую несколько игр. Возможно, ну, не знаю, сколько они по длине длиться будут. Но хочется попробовать, допустим... Ой, что-то я испортил все. Или все вылетело почему-то. Я просто попытался растянуть экран. Ладно, сейчас переделаем. Запустил заново. В общем, идея такая, что я сейчас попробую бесплатных игр со стима. Я несколько уже установил. Не знаю, сколько она будет по длине. Если она короткая очень, то запущу еще одну. Если нет, то попрохожу ее просто. Потому что в прошлую игру я уже точно играть не буду. Она слишком скучная. Может быть, когда-нибудь попозже я на телеграм-канале резюмирую, почему. Обычно я так делаю. После того, как пройду игру или посмотрю фильм или что-нибудь сделаю, пишу о том, что мне понравилось, что не понравилось, какие мысли это вызвало, в общем-то, без каких-то оценок, там, по 10-бальной шкале дурацких, без фактологических оценок, просто вот ощущения, так сказать. Ну и чисто для памяти, чтобы это через пару месяцев не забылось. Надо немножко прорефлексировать, как говорится. Ну, сейчас я просто поиграю в эту маленькую игру про приключения котенка. Надеюсь, я с ней справлюсь. Ну и, в общем, буду играть потом, по что тут еще у меня вот установлено несколько игр. Я уже повторяюсь. Начнем просто. Привет, я котенок. Давай поиграем. Озвучка жуткая. Мы сегодня идем вместе кататься на аттракционах. Хозяйка долго собиралась. Ну вот, наконец-то мы готовы. Карусели, карусели. Она сразу побежала на эти бегающие лошадки. Потом мы пошли уплетать мороженое. А вот теперь на горке пошли кататься. А это колесо обозрения. Так высоко, а мне совсем не страшно. Такой котенок маленький. Как много воды. Это, наверное, целая речка. Даже захотелось подойти поближе к речке. А вода в речке-то мокрая. А моя хозяйка пошла еще ножки туда мочить. А мне чего-то не хочется. Я лучше на берегу подожду. А потом мы взяли где-то мелки и стали рисовать. Я позировал для картины. А потом мы пошли стрелять в какие-то баночки. Вроде это тир называется. День закончился прекрасным салютом. После праздничного салюта мы легли спать. Незаметно наступило утро. Выглянуло солнышко. И вдруг хозяйка закричала. Я не сразу понял, в чем дело. Похоже, она где-то вчера забыла своего мишку. Бедняжка, так расстроилась. Я придумал. Я пойду в горсад. Она оставила его вчера, и вот я уже в горсаду. К речке, площадь, карусель. Пойду к речке. По крутым ступенькам я спустился вниз, к речке. Тут ничего нет, я так понимаю. Могу попробовать прыгнуть на тот камень. Но это опасно, можно упасть. Могу попробовать Так прыгнуть ты будешь на тот пробовать или нет, камень. что я не понимаю. Но это опасно, можно упасть. Нет, да. Я так понимаю, тут просто мышкой работаем. Больше там ничего нет.
Возвращаюсь. Кажется, здесь пустовато. Пойду вперед. Ух ты, вчерашние рисунки еще целы. И мой огромный портрет тоже. Портрет. Я здесь лучше всех вышел. Чего-то только не нарисовано. Мне нравится уже, что здесь не подсвечивается. Вот домик. Не подсвечиваются точки с интеракцией, или как это назвать по-русски-то? Точки взаимодействия. Поищу дальше вдоль берега. На этой лавочке мы вчера ели мороженое. И эта река называется Волга. Мне нравится то, что еще Ищем в районе детской площадки. это все вручную нарисовано. Как ни странно. Мне кажется, это лучший выбор, чем какой-нибудь RPG Maker. Ребята любят бегать на перегонки. От слова «стар» к слову «финиш». Ребята любят бегать на перегонки. От слова «стар» на детской площадке мы точно вчера были. Я помню. И здесь тоже никого нет. Прям вообще какой-то постапокалипсис с котенком. Он под лавкой. Вот он где, наш Мишка. Так, нашли. Ура! Я его нашел. Теперь возвращаемся домой. Да. Возвращаемся. Пойду домой через спортивную дорожку. Пойду домой через той небольшой лавочки. Не, ну это я помню дорогу-то назад. Пойдем домой через нашу, чтобы полюбоваться на свой портрет. Прикольно. Пойду налево. Вчера здесь было столько народу, а сегодня никого. Действительно, отличное Все начало для разбежались по своим постапокалипсиса. домикам. То есть игры про постапок. Смешно было бы. Скоро Если б я так уже буду продолжилось. дома. Вот она обрадуется. Привет, хозяйка, я уже дома. Какой же ты у меня молодец. Я нашел его. Что такое? Она еще забыла где-то вчера свои любимые гольфы. Прекрасно. Вперед на поиски. Еще поиграем. Ну это так. Не очень интересная игра. Пойду к речке. Могу попробовать прыгнуть. Рискнем. Опа! Как ловко я прыгнул на камень. А это что такое желтое? Так это же и есть. Точно. Она вчера мочила ноги в реке. Прыгаю обратно. Возвращаюсь. Слишком просто. Спидраню прям. Скоро я уже буду дома. Привет, хозяйка. Я уже дома. Какой же ты у меня молодец. Да, я снова тебя выручу. И вот теперь мы пойдем гулять. Что такое? Отлично. Она еще забыла где-то зонтик. Зонтик. Игра продолжается. Да. Пойду Давай поближе поищем к карусели. Карусели сегодня не работают. И это здорово. Можно подойти к ним поближе. Давай попробуем. Пойду поищу около карусели. Может быть, она обронила его где-то там? Может быть. Ничего не нашел. Ничего себе, громадина. Да. Пойду дальше, в центр парка. Лошадки, колесо, клумбы. Дальше. Пойду поближе к колесу обозрения. Колесо сегодня не работает. Колесо сегодня не работает. Пустая ничего нет. Я не могу сюда подняться. Колесо сегодня не работает. Посмотрим где-нибудь еще. Да, посмотрим. Вперед! Я уверена, что скоро найду его. Да я тоже. Так много здесь разных цветов. Но среди цветов не могу ничего найти. Может быть, поискать на детской площадке? Блин, здесь я уже был. Пойду поищу теперь там. Пойдем в ту сторону. Здесь ничего нет.
Пойдем в ту сторону. Нет, я не вижу этого Пойду зонтика. налево. Пойду поближе к карусели. Так, а здесь что на дерево? А, это идея. Залезу на дерево. Котик. Какая большая кошка. Здравствуй, малыш. Помнится, вчера ты гулял по этому парку. Здравствуй, большая кошка. Мрр, вроде у тебя есть и дом, и хозяйка. Что же ты здесь делаешь? Я ищу зонтик. И как проходят поиски? Ну, пока как-то не очень. Мрр, нет, но я могу дать один совет. Когда что-то теряется, очень полезно вспомнить, когда ты в последний раз видел это. Ты попробуй восстановить в памяти тот день. Конечно, давайте вспомним. Хорошо, я попробую вспомнить, где я видел это. Хозяйка долго собиралась. Ну вот, наконец-то мы готовы. Карусели, карусели. Здесь я уже не вижу никакой зонтик. Она сразу побежала на эти бегающие лошадки. Потом мы пошли Зонтик еще упекать есть. мороженое. А вот теперь на горке пошли кататься. Мишка есть, зонтик тоже. А это колесо обозрения. Здесь Так тоже есть зонтик. высоко, а мне так много воды. Это даже захотелось подойти поближе к речке. А вода в речке-то В речке мокрая. есть. А мне чего-то не хочется. Я лучше на берегу подожду. А потом И здесь мы взяли зонтик где-то есть. мелки и стали рисовать. Я позировал для картины. А потом мы пошли стрелять в какие-то баночки. Тут я не вижу что-то зонтик. Если это зонтик, то окей. Вроде это тир называется. День закончился. После праздничного салюта мы Молодец, теперь я уверена, ты быстро. Спасибо, пока. Удачи. Как в тир-то попасть, что я не попал, получается, к нему. Пойду Карусели. поищу. Может быть, она обронила его где-то там? О, это что такое? Ничего не нашел. А, показалось. Пойду дальше, в центр парка. Колесо, лошадки, клумбы. Пойду поближе к колесу обозрения. Колесо сегодня не работает. Я не знаю, просто как в тир Посмотрим попасть, так я где-нибудь уже решил, еще. наверное, это. Вперед! Я Голова. уверена, что скоро найду его. Может быть, поискать на детской площадке? Пойду поищу теперь там. Пойдем в ту сторону. Аллея, площадь. Пойдем в ту сторону. Там какая-то Посмотрим, что там такое. Вот и зонтик. Значит, в тире его уже не было, все понятно. Это красное пятно, оказывается. А кто это там под зонтик? Мыша. Это же мыши. Привет, мышки. Кто это? Не мешай. Не видишь, мы загораем. Ничего себе. Какое палящее солнце, чтобы не скорее мы спрятались под зонтик. Это же наш зонтик. Мы его вчера здесь забыли. Мяу. Кот, тревога, спасайте, кто может. И чего это они так испугались? Ну вот, зонтик теперь у меня. Возвращаюсь домой. Пойду налево. Скоро я уже буду. Привет, хозяйка. Я уже дома. Какой же ты у меня. Да, я снова тебя. Я справился даже с такой сложной задачкой. Да. Теперь-то уж точно она готова к прогулке. Что такое? Ну уж этого я никак не ожидал. Заколка. Она еще забыла одну заколку в форме. Как же я найду такую маленькую штучку? Зато игра продолжается. Да, безупречно. Пойду поближе к карусели. Что я не Пойду знаю, не поближе обращал к внимания на тем свою лошадкам. заколку. Может, это- Погоди-ка, здесь есть какой-то муравей. А вот и наша заколка на самом верху. Раньше говорил, что ничего там нет. Это украшение нашего замка. Забавно. Но это наша заколка. Мы ее потеряли. Что, упала? Да пропала. Ну, пожалуйста, верните мне. А как же мы без нашего? А если я вам
принесу лучше. Отдадите? Но для чего принесешь? Что же теперь делать? Ну, возможно, им надо цветочек Пойду дальше, принести. в центр парка. Пойду поближе к колесу Не, обозрения. мне не сюда. Посмотрим где-нибудь еще. Прогуляемся через клумбу. Цветочек. Как много здесь раз, но среди цветов не могу ничего. Заколка так похожа. Сорву-ка я один цветочек. Да. Здесь пахнет так же празднично, как и вчера. А теперь пойдем в парк. Пойду в сторону карусели с Муравейник лошадкой. забыл, что-то Отсюда можно вернуться на набережную. Что я забыл уже. А, Пойду да. поближе к карусели. Пойду поближе к тем лошадкам. А вот смотрите, какой я вам красивый цветок принес. Давай меняться. Давайте. Я вам... Хорошо. Здорово. Ну и все получается. Возвращаюсь. Отсюда можно вернуться на... Скоро я уже буду дома. Привет, хозяйка. Я уже... Какой же ты у меня... Да, я снова тебя. Я справился даже с такой... Я настоящий любитель. Пойдем гулять. Я тебя обожаю. Оказывается, так просто что-то потерять. Поэтому давайте не будем больше. Конец. Давайте. Надо же, тут еще столько людей, над ней потрудились. А, нет, всего получается 3 человека. А, нет, 4, 5 человек над ней потрудились. Ну, это, видимо, тестеры просто. Ну, ничего, не кринж. По-моему, миленькая игра. Маленькая. Спасибо. Так, ладно. Сейчас я попробую, значит, другую запустить. Главное, чтобы она у меня нормально работала и т.д. Простая игра несложная для детей. В принципе, у меня никаких отрицательных от нее нету впечатлений. Так, что еще я установил? Тут я установил какую-то реал-тайм стратегию, что-то по лавкрафту. Мне вот интересно, она длинная или нет? За сколько люди обычно проходят? Зря мужской просчет. Так, ну люди проходят, походу, Just Read the Book. Душевно сделанная атмосфера, интересная игра на полчаса. Потраченное время она точно стоит. Можно ее пройти, в принципе. Попробовать. И еще какую-то игру установил тут про персефону. Она, возможно, подлиннее. Нет, она такая же короткая, наверное. За 20 минут. Ну, возможно, вот я все 3 игры, наверное, эти и попробую пройти сейчас. Заценить, так сказать. Играть. Надеюсь, там не супер сложный английский. Обычно на английском играю, как уже, наверное, было заметно по прошлой игре. Так, сейчас нужно сделать так, чтобы она высвечивалась. Ой, тут слишком большой, наоборот, экран получается. Сейчас я его уменьшу. Там квадратик маленький был, тут вот, пожалуйста. Такая большая загрузка или что, я не понимаю. Я тут что-то нажать нужно. Или у меня не тянет эту игру. Компьютер. Нет, вот что-то происходит. Так, настройки. Кажется, я уменьшу, наверное. Что это обычно абсолютно бесполезно. Это я не люблю. Язык. Хочу English.
всего, это реклама перед вот этими вот покупными уже вещами, и тут ничего интересного не произойдет. Но все равно попробуем поиграть. Story and atmosphere. Find difficult choices, action sequences or inventory management here, and movement is limited to progression through locations along with the plot. Ну понятно, просто. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Окей. А, надо мне это. Сейчас я паузу нажму. Сменю на всякий случай. Где это? Быстренько информацию для стрима сменю. Как он называется там? Просто Dagon. Ой, как сложно. Вот такое не найдется тут. Слишком underground. Это меня тормозит сам ОБС или как? Походу тупит сам ОБС. Печально. Еще раз попробую, если не получится, то не буду ничего менять, тогда оставлю как есть. А вот появилось, отлично. Все, можно продолжать. Сори за заминку. Так, ходить тут на чё? Почему-то у меня не получается сейчас ходить. Counter. Some of them will allow you to continue your journey. Others. Reveal interesting facts about the original short story, its historical background and the author. Elder Sign. Что за Elder Sign? Вот этот. Да. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Так, это Do всё. not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Ой, так это графомански написано. Жесть. Entered into use. Ну, это мы все знаем. Also sold without restriction. The substance originally named morphine is a Greek god associated with dreams. This soldier's disease already posed a big problem. Прикольно. Это я не знал. Окей, спасибо. Я не могу вам прочитать прямо сразу. Сейчас шкатулка включается. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Геймплей, конечно, понятно, бесплатно. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation.
выступающей бесплатной игре. Никакого старания просто тут прикладывать как мне, так и разработчику не нужно. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Germans. Their brutality. However, the term originated when the German Emperor gave a speech to his troops before they embarked on China. Should you encounter the enemy, he will be defeated. No quarter will be given. Prisoners will not be taken. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Generic срака. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous.
лаборатория какая-то нефтяная или что это такое? Жалко бедных зверей. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Стрелобит какой-то лежит. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Seafowl. Типа хищник какой-то или что это? Морская птица. А, типа падальщики. Что тут есть? Помимо дохлой рыбы. Тоже ничего. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. Слишком много читать. Неприятно. Я мог книгу почитать, сесть, чем вот это вот делать. Зачем? Зачем мне вот это вот делать? Просто хотели понтануться тем, как вы можете анимацию изготавливать или что? That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Здесь я могу ходить? Нет, я так не могу ходить. Ясно. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Я все так же не могу ходить, да? Пойдем вперед. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Что такое хаммок? Вот эта вот хрень.
холмик, возвышенность. Да, можно было догадаться просто. Так. А, я все так же не могу ходить, я все так же должен тыкать эту кнопочку и все. Интересно. Что-то не могу понять даже, что это такое, блин. Бедняжки. Вот это вот That природное явление, night, конечно, I интересно, если encamped, оно действительно and on the происходит. following day still Происходит, travelled возможно. toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. А что в этом пугающего, я не понимаю. Пойдем вперед, пойдем. Узнаем уже наконец, что там. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Как всегда, чувак. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Красиво. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, Уже в голову кто-то лезет. and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Да, возможно. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. Ну, пойдем вверх. Как тут подняться-то, я не понимаю. А, вот сумочка. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, Ты. whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Значит, лезть вниз можно, да? Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Так, пойдем вниз тогда, да? Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath. Какой-то правильный параллелепипед впереди. Gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. Что такое истича? Не знаю, что игра называется. Российского производства. Относящийся к
All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. Похоже что-то на обелиск, или как он назывался? По-моему, он назывался обелиском. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. Так, больше ничего нет. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, Монолит он назывался, да, не обелиск. whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Здесь исследовать, кроме вот этой очередной кнопки. Ничего. Пока что. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. Будем разглядывать это все. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, Иероглифы в виде рисунков. consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Такое ощущение, что они просто хаотично нарисованы какие-то рыбки и все. Вот. Послания нет, мне кажется. С другой стороны, если рассматривать это дурацкое послание, которое там на золоте выгравировали, или что там с ним сделали, в виде человеческих генов или чего-то такого же, то я думаю, что оно примерно напоминает это. Themes and storytelling methods that Kraft developed in his later works, such as telling the story through carvings, journals, and characters' notes. Islands emerging from the ocean, or fictional being entities based on real events and mythologies. It's also considered the origin of the popular Cthulhu mythos. Some of Lovecraft's other stories also conclude in a manner similar to Dagon, but let's skip the details in order to not spoil the ending. Блин, понятно и так, что лучше прочитать книгу, чем вот этим вот заниматься сейчас, вот играть в игру. Кстати, это еще неплохой вариант чего-то по Лавкрафту. Потому что есть намного хуже. Но сейчас не знаю, чем закончится все.
не знаю, что какую-то сраку покажут, то, наверное, это очень плохо. Ну, посмотрим. Сейчас в конце все-таки... Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Какие-то крупные твари, я понял. Походу это... Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto. Понятно, какой-то, пучеглазик. Or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint, grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital.
brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Должны быть какие-то противовесы всегда, иначе появятся всякие атилы, гуны, как уже было сказано, и начнут строить империи. Они, конечно, не долговечны, но они есть. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Кстати, это явный камень в огород евреев. Вот эта вся мифология, мне кажется. Не то чтобы мифология, а
but soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. About introducing the good versus to the tool which contrasted with Lovecraft's view of the world and his approach to cosmic horror. Ну да. Про это я не знал. По-моему, этот мужик, по-моему, посмертно дописывал какие-то произведения недописанные, если я не ошибаюсь. It is also worth noting that Lovecraft was never really interested in creating a mythology. Terctol myth was coined by the after the afterlife of the mortal plane. Но я согласен тоже, вот этот термин этот датский нахуй не нужен. Silent. Может, это люди тоже додумали про вот этот камневый город евреев. Не, ну далеко не секрет, что он был этим антисемитом, по-моему. Может быть, это тоже выдуманная херня, конечно. Ладно, нам интересно все-таки литературная ценность, а не политическая, по крайней мере мне. Надо уже, наверное, тут закончить. Ну такая, это не игра, это скучная фигня какая-то, типа визуальная новелла. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Спасибо. Сейчас, бутылочка. The correspondence with friend Kleiner, he claims that he quit as soon as he started very long bands. Never tasted intoxicating liquor, never intend to, having a strong aesthetic disgust at anything which blunt or sense the delicate nature, equipoise of the old human intellect and imagination. Уравновешивать. Excited my personal repugnance. Hence I don't drink lead with the heart do with the win. I am rather in favor of prohibition, the prohibition of any one antisocial force as well as any other. Жесткий чел. Интересно, сказал, никогда не пробовал. Вот это рост! Спасибо за подписку, если кто-то подписался.
Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Кстати, вот третий слой, да, получается. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed. Я не могу думать об этом экране. Так ты умер или нет? Worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Как актуально. Если люди об этом в Первой мировой войне думают, Of a day when the land shall почему бы sink сейчас не думать and об the этом? dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. При Первой мировой войне, наверное, правильнее сказать. Of a day when the land shall sink and the dark ocean floor shall ascend amidst universal pandemonium. Поехали дальше. Я так понимаю, это конец игры, или нет? The end is near. Что за хлипающие звуки? I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. Нет. God, that hand! The window! The window! Поехали. Если бы я остался, там другая концовка типа была бы или чё? Ладно, спасибо за игру. Чё, это же половину артефактов скрытых не нашел, что ли, в этой игре? Интересно, конечно. Ага, понятно. Нет другой концовки, походу. Нет. Ладно, спасибо. Было приятно поиграть. В принципе, ну это не игра, а просто так, визуальная новелла. Скорее. Думать ничего не пришлось, только читать. И еще что хотел сказать. Ну, блин, просто не знаю, не понимаю такие игры, честно говоря. Когда ты просто сидишь, читаешь, тыкаешь одну кнопку раз в 2 минуты. Просто не понимаю этого. Я могу... Ну, мне, по-моему, лучше взять книжку и прочитать ее. И не смотреть на вот эти вот картинки, которые нам нарисовали. Это, конечно, красиво и так далее. В данном случае, по крайней мере, это было неплохо. И представлять это все. По-моему, это лучше всяких картинок. Ладно, спасибо. Не плохая вещь, в принципе. Но неплохо.
зашло нормально. Но, как обычно, у Лавкрафта почти всегда получается так, что лучше читать, чем смотреть вот это вот все. И игры, и фильмы. Постоянно так происходит. Почти. Есть пара вещей хороших, но я сейчас про них вспоминать не буду, слишком лень. Ладно, с этим закончили. У меня еще вот есть одна игра, ну, очевидно, сейчас я не буду пробовать в РТС. Вот эту можно попробовать пройти, который называется Core или Core, я не знаю, как правильно это прочитать. Посмотрим. Здесь геймплей хотя бы от третьего лица с беготней. Сейчас посмотрим. Сейчас я быстренько это запущу. Здесь все нормально произойдет. Не то сделал, ладно. Ладно. Сейчас запустим. Посмотрим, что это за игра. Такая. Penguin Void Production. Сори за черный экран, я сейчас все настрою, запущу. Надеюсь. Ага. Так, сейчас посмотрим. Могу ли я просто так оставить? Отлично. Очень хорошо. Вот такая вот игра, значит. Сейчас в опциях покладываем чуть-чуть. Tutorial hints, пусть будет. У меня нет контроллера. Есть, но мне лень подключать ради нее. Угу, все норм. Смотрим, что это за игра. Грузится тяжело. Кстати, надо еще же это. Ой-ой-ой. Ладно, это не так страшно. Все на меня никто не смотрит прямо сейчас. Надо быстренько сделать вот что. Daughter, you don't get Уже to walk началось. away from me. Persephone! Hades, are you there? Perse, what are you doing here? I did it. I got away. To live with you. Понятно, это просто мифология It's греческая. not safe for you here. Things are changing down here, and not for the better. What's wrong? Not happy to see me? Of course I am. Just nothing survives in the underworld. Так, сейчас я хочу быстренько поменять. Это быстренько поменяю на эту игру и все. Core. Тут есть
Reset to last checkpoint. Это приятно, когда спринтинг. Ага. Понятно, это такое типа стелс небольшой. Я не люблю такие игры, сразу скажу. Если тут они не слепые чуваки со зрением -8, то я скорее всего не пройду это. FPS еще не очень. Сейчас. Это я не люблю motion blur. Но тут походу нет настроек качества, поэтому придется так. Но это я уже видел, спасибо. Понятно. Я просто убегаю к аиде, если не ошибаюсь, или к кому. Да. Be careful, those are new. Mother's parting gifts. What are those ghosts? Watchers. Wait there, let me figure something out. Let me. Могу мимо них пробежать просто и все, да? Они ничего не делают. А, они меня заметили. Ха. И чё мне, как мне мимо пройти получается? Они не могут двигаться, правильно? Что я должен был сделать, я не понимаю. Надо попробовать выяснить. Они в одну точку смотрят. You can possess an eye of Demeter by finding its root and holding F until you line connect upon possessed by pressure. А, понятно. Сейчас у меня ничего не получается. Туториал еще раз посмотрю. Can possess by finding its root. А, понял. Все понял. Потом сжечь глаза этим чувакам, я так понимаю, или просто их сжечь. Now that's no place for a goddess. This is mine now. Что не понял. Ну, я так вот оставлю, значит, да? Ничего не произошло. Ага, надо подержать подольше, просто я понял. Спасибо. Perse, are you alright? Yeah, just using my God-given talents. Чекпоинт, я так понимаю. Какой-то уродец. Another friend of yours? Lost souls, forever wandering the underworld. They won't hesitate to stop you. Ага, понятно, надо тихонечко ходить мимо вокруг него. Понятно. Ну, мне нравится, что здесь какие-то есть элементы геймплея хотя бы. Another friend of yours? Да, он пропал. Lost souls, forever wandering the underworld. They won't hesitate to stop you. Так. 96.
люблю стелсы, это слишком не моё. And there's more of them. The land of the dead can be crowded. Right. Прикольно. Даже какие-то анимации специально около стеночки. Ой, меня услышали, что ли? Какого хера? Какого хера он меня услышал, я не понимаю. Понятно, спасибо за инфу. Как меня заметил, я не знаю. Он, наверное, не только слушает, но и видит меня. Так. Прячемся. А, вот он ходит, значит, туда-сюда просто. Ну, по мне, это не ленивая игра вообще ни разу. Прикольно пока что. Пока не палюсь. You're not ready, child. I am counting down the minutes until you come crawling back. Понятно. Наверное, да. Блин, меня заметили, походу, да? There's still time to go back. No, I can do this. Блин, вот урод. Отлично, я дошел до чекпоинта, это приятно. Я молодец. Страшно. Ой, меня спалили. Ага, можно так вот, понятно. Он меня теряет из вида и тупит. Понятно. Ой, блин. Отстой. Так, ну я пока что не вижу, куда дальше идти. It's right up there, in the temple. Иц, это что? Вход? Need to find another way around.
thought souls down here were supposed to move on. There's always a cost. Everyone needs to earn their passage. And my price? My price. Box loss persephone moment prevents her from sprinting. Хорошо. In the center, that will buy your passage. I have an idea to get rid of them. Just need to get a little higher. А у меня нет никаких идей. Ага, вот что. Here we are. Time for something new. Спасибо. You go one step further and Zeus help you. Try me. И этого бы уничтожить было вообще супер. Чтобы если мимо него опять идти. And they're gone. Grab the coin before they come back. Я взял монетку. I have to tell you something. The coin isn't meant for any living soul. Things will change. Change how? Remember when we used to sit under the great pomegranate tree in your mother's garden, looking up at the stars above us, feeling the grass beneath us? Hades? If you do this, there's no turning back. You might not see that tree ever again. Would you be able to come with me? Back up top, I mean. No. I'm trapped in here just like all the other spirits. And if you stay, I'm afraid you'll also be lost forever. Then that's a risk I'll take. I'm not leaving you, ever again. And if I get lost, I'd rather be lost with you. You're my home now. Okay? Absolutely. Здесь более тупой текст и сюжет в целом, на мой взгляд. Но как бы здесь написано проще и читается текст намного лучше. С другой стороны, здесь нет никаких образов совершенно в тексте. Просто факт, по сути, и все. Только дальше куда идти, я не знаю. Я нажал монетку, что дальше? Здесь теперь туман какой-то, который усложняет мне жизнь. This mist. My doing. It will help protect you. Oh. Thanks. Можно по этим штукам ориентироваться, может быть. Careful. I hear them. Урод. Сюда идет прямо у меня шел. Можно? Не сложно пока. Еще один. Быстренько мимо. You know that I love you, right? What's bringing this on? Something is coming. And I don't know if I'll be able to stop it from taking me away. Hades, you can't leave. I need you. You have it backwards. I was the one who always needed you. You are stronger than you know. Hades?
Hades! Так, засосала. There you are. No! My sweet child. Mom? I told you this would happen. That you would be alone. Now let's return to the way things were. No! I'm never going back. You won't get far. Won't get far. Ага, по этой грязи нельзя быстро идти, похоже, вот в чем дело. It's my life. You don't have any power over me. Oh, but you certainly don't mind using the powers I gave you. They're not yours anymore. Aren't they? Так, уродец. No, 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 no. Foolish girl! This is what I'm trying to protect you from. From a life that will chew you up. Ладно. Блин, слишком много уродцев. Ладно, было несложно. Они слишком не умны. Finally. Persephone, come back to me. Come back home. We're all alone now. She will never be alone, ever again. Hades! Sorry, but this is a family affair. He is my family. And he's right. I choose to live my life, not yours. Нет. Я вроде прошел игру, но тут фатал эррор какая-то произошла. Нет. Это печально. Еще раз попробую запустить. Может там есть какой-нибудь... Как это назвать-то? Причем откуда ошибка взялась, я не знаю. Может сейчас чекпоинт будет, и я буду около этих ворот, например, где-нибудь. Смотрим, нет, так нет. А, begin, да? Или не begin? Блин, по новой проходить неохота, но и это. И интересно узнать, что там дальше. Я пока быстренько, пока все грузится, я зайду на центр сообщества. Вот тут чувак пишет то же самое, что я. Daughter, you don't get to walk away from me. Persephone! Hades, are you there? Perth, what are you doing here? А, нет, спасибо. Перепроходить я не хочу, к сожалению. Да. Сейчас прочитаю быстренько, что тут пишет. Backtrack, Resegate, Mental. I did it. I got away. To live with you. Печально, что не было сохранений никаких. В общем, не очень. К сожалению, это испортило мое впечатление.
этот момент. Это не то. Ну, короче, какая-то фатальная ошибка произошла. Печально. Я сейчас закончу стрим, в общем. For students at the University of Central Florida, game dev program over a 8-month period, culminating in the 15-30 minute fully voice acted experience with an animated end cutscene that caps off its narrative. Понятно, какая-то дипломная работа пацанов. Ладно. Сейчас напишу о том, что у меня игра вылетела. Всем спасибо, кто смотрел это. Так вот заценил 3 бесплатных игры, получается. В принципе, они все ничешные. То есть, на мой вкус, они нормальные игры. Не пипец отстой. Ну, все разные, типа вот. Про кошечку совсем для ребенка. Про Дагона, ну фиг знает как бы. То есть по Лавкрафту игра вот эта вот. Хрен его знает как бы. Не совсем игра, а просто визуальная новелла. Вот эта вот игра уже что-то интересное с какими-то с каким-то игровым процессом, да. Но что-то вылетело, и перепроходить заново это мне не хочется. В общем, я, может быть, сейчас на ютубе посмотрю, чем все закончилось. Вот. Не знаю, может завтра еще постримлю что-нибудь другое. И играть-то есть во что, просто что-то я все не мог сесть из-за того, что у меня висела вот эта вот бонусная миссия от Saints Row 3 части. Но походу я больше не буду в это играть, слишком скучно. Как я уже сказал в самом начале стрима. В общем, ладно, что я тут сижу с черным экраном. Всем спасибо за просмотр, до свидания.